Что может знать об Ариэль типичный зритель аниме? Ну, она королевских кровей. Она красива, умна, сдержанна, чувствует ответственность за подчиненных. Она подруга Сильфи, которая желает ей счастья. Чё ты ржешь? Это все правда. А еще правда в том, что она хитрый и искусный манипулятор. Конченая садхистка, любвеобильная любительница мальчиков и девочек. Словом, типичная представительница дворянства королевства Асура. Аниме знатно так обелило репутацию Ариэль, сделав из нее фактически другого персонажа. Я же вам расскажу, какой был ее характер и жизненный путь в изначальной авторской задумке. А с вами Стил, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Королевство Асура — это одно из двух крупнейших королевств людей в шестигранном мире. За последние 400 лет на этой земле не было ни войн, ни голода, ни восстаний. И даже огромные налоги не сильно обременяли жителей самого богатого королевства в мире. Естественно, за 400 лет жизни в натуральном рае на земле в королевстве зародился культ Слаанеш, то есть дворянство поразило непомерное стремление к удовольствиям разного рода, от еды и до... ну вы поняли. А так как маленькая Ариэль все же была второй принцессой, то ее постоянно преследовали убийцы, подосланные родственниками. Вследствие постоянного лицезрения жестокости в девочке начали развиваться наклонности. Она получала особое удовольствие, мучая других людей. В вебке описывается, как она приказывала своим служанкам обслуживать ее обнаженными, или же лично била кнутом мальчишку-конюха. Юная Ариэль любила пользоваться своей властью, чтобы запугивать и издеваться над слабыми. Потом ей этого стало мало, и она перешла на подчинение более сильных личностей. И примерно в это время происходит инцидент с телепортацией, и ей натурально на голову падает Сильфи. Эльфийка юна, красива, сильна, владеет безмолвными чарами и даже в незнакомом окружении старается вести себя достойно. Словом, очень вкусная жертва. Поначалу Ариэль сдерживалась, помня о том, что Сильфи все же спасла ее жизнь, но потом сломалась и однажды ночью, вооружившись специальным предметом продолговатой формы, попыталась окрасить ночь в розовые краски. Внести флюгегехаймен! Все прочие разы Ариэль неизменно выходила победительницей, но Сильфи сдаваться не собиралась и так отделала королевскую особу магией, что та чуть не умерла. Вбежавший на помощь Люк уже был готов переступить через дружбу с Сильфи и отрубить той голову, но все решила полубессознательная принцесса, пробормотав: «Оказывается, удивительно приятно, когда истязают тебя», тем самым открыв для себя другую сторону боли. Этот эпизод был подвергнут цензуре и вырезан из ранобэ. Однако в ранобэ Ариэль по-прежнему описывается как садистка, но уже без уточнений и описаний таких случаев. Взамен этого был добавлен ее разговор с Люком, непосредственно перед падением Сильфи. Там они, сидя в прекраснейшем саду, мило беседуют о особенностях фигур своих служанок. В диалоге Люк рассказывает о том, как очень близко познакомился с новой служанкой Саришей и в красках описывает прошедшую ночь, на что Ариэль высказала желание тоже опробовать Саришу. Вся эта сцена в аниме была переиначена, а еще, учитывая не самый лучший перевод на русский, мало кто из зрителей вообще понял, про что эти двое на самом деле ведут речь. Я рассказываю сразу про несколько вариантов сюжета, и поэтому, кажется, мне стоит пояснить, что тут к чему. Да будет вам известно, что существует сразу 4 версии реинкарнации безработного. Есть веб-новелла. Изначальная история, которую автор, Рифуджин Намаганоте, выкладывал в интернет на суд общественности. Она жестче, откровеннее и грязнее. Есть ранобэ. Это печатная версия в виде книг, которая подверглась литературной редактуре. Какие-то углы были сглажены, ошибки и недочеты исправлены, а где-то дописаны целые главы недостающего сюжета. Например, почти вся арка с Сарой. Есть манга, где сценаристом указан оригинальный автор, но бред, отсебятина и жуткий провал некоторых моментов обесценивают очень даже достойную рисовку. И есть аниме, которое, скорее всего, вы смотрели. И хотя номинально оно считается адаптацией ранобэ, количество вырезни в плане сюжета превышает все границы. И как вы можете догадаться, это самая зацензуренная версия из всех. А еще я должен напомнить, что вы могли увидеть это и другие видео намного раньше, подписавшись на Boosty по
ссылке в описании или отсканировав QR-код. Спасибо всем, кто уже подписался, а мы продолжаем. Вернемся к Ариэль. Следующий момент, показанный в аниме, это то, как она приглашает Сильфи к себе в комнату и чуть не нападает. Здесь она выглядит как просто заигравшаяся принцесса, которая пригласила подружку переночевать, а никак не нацелившийся на свою жертву хищник из веб-новеллы. К тому же Сильфи еще раз спасает жизнь Ариэль, победив ассасиншу. А вот дальнейшие события в аниме опущены. Ариэль, устав от постоянных покушений, сбегает из страны в магический университет Раноа. При этом во время путешествия теряет 15 своих спутников. Остались лишь Люк, Фитц и две девушки, пришедшие с принцессой на свадьбу Сильфи, Клини Элронд и Элемой Блю Вольф. После чего Ариэль начинает пробовать себя в интригах более низкого уровня, чем интриги в королевском дворце. Она придумывает сложные и долгоиграющие планы, но вершиной ее манипулятивного гения является подстава двух принцесс-зверолюдей, Рини и Пурсены, которые держали в страхе весь университет. Она незаметно для окружающих спровоцировала зверолюдок, и после их агрессии несчастной принцессе ничего не оставалось, как позволить Фитцу раскидать не только Ринию с Пурсеной, но и сразу 20 их прихвостней. За массовую драку зверолюди были отчислены, поддержка принцесс-зверолюдей пропала, а Ариэль выбилась в президенты студенческого совета, со временем мягко подминая под себя весь магический университет и отбирая к себе самых одаренных людей для последующего возвращения себе трона. И одним из списка был Рудиус Грейрат. А вы что думали, Ариэль по доброте душевной столько сил вложила, чтобы свести двух друзей детства? И даже ее тирада из 14 серии о том, что она готова запретить Сильфи возвращаться в Асуру, было не более чем манипуляцией Рудиусом, чтобы тот посчитал себя ее должником еще сильнее. Рудиус в одном из томов Ранобэ даже признается, что его до дрожи пугает способность Ариэль читать желания и мысли других людей. Я не буду рассказывать другие манипуляции и хитрости принцессы Асуры, все же они связаны с сюжетно важными спойлерами. Поэтому давайте завершим ее образ еще несколькими штрихами, на этот раз со спойлерами не настолько критичными. У нее будет 5 детей, и все они от разных отцов. Да, Ариэль решила пойти по пути главного героя типичного исекая и собрала себе реверс-гарем. Причем так получилось, что один из этих детей был от Люка. Бывает, что уж тут сказать. Еще в одном из томов есть эпизод, который также показывает наклонности Ариэль. Когда она встретилась с кое-кем, то испугалась его настолько, что... Ну вы поняли. И к немалому удивлению Рудиуса, нехило так кайфанула от этого. Причем в Ранобэ этот эпизод не отцензурили, но вот в аниме его, скорее всего, опустят. Учитывая все вышеперечисленное обеление характера персонажа, удивительно, что проказы Рудиуса в аниме цензурят куда реже и намеренно показывают гипертрофированно, отчего у зрителей аниме складывается впечатление, что он самый главный извращенец в истории, хотя объективно это не так. Основная тема реинкарнации безработного — это получение опустившимся главным героем второго шанса на искупление, а также его путь становления достойным человеком. И Рудиус медленно идет по этому пути. Заново начинается учиться быть вежливым и учтивым ребенком, начинает учиться прощать, начинает становиться самостоятельным сыном своего отца, а потом и сам становится надежным мужем и главой уже своей семьи. При этом нам показывают не его одного. В истории есть еще несколько примеров таких персонажей, которые, по мнению среднестатистического зрителя, законченные извращенцы. Например, та же Ариэль, которая, несмотря на все свои странности, все еще куда достойнее, чем ее брат или премьер-министр Дариус. Заноба Широн, человек, помешанный на куклах настолько, что пугает даже Рудиуса, на поверку оказался преданным другом, готовым идти на все. При этом автор показывает и отрицательные примеры. Вспомните седьмого принца, Пакса Широна. В аниме его личность, кстати, тоже достаточно обелили. В новелле же он в красках расписывает заточенному в барьере Серокрысову, как будет мучить Рокси, когда ее поймает. При этом Рудиус неожиданно узнает в нем себя, времен жизни затворником на земле, и даже думает о том, что несомненно превратился бы в такого же, как Пакс, будь он сам королевских кровей. Так что за всеми изменениями истории и обелением персонажей
персонажей, из аниме исчезает и еще одна тема сюжета, а именно, неважно какие у тебя увлечения, ты можешь быть и должен стать достойным человеком. Иначе история жизни принца Пакса станет наглядным уроком. Оставляю вас с этими мыслями. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.